Салам алейкум, Альбина. İyi misiniz? Эсенман. Ничек Так. халерегіз? Что это у вас здесь сегодня? Под какое блюдо собрались? Мы сегодня будем с вами Эти печь красивые очень ингредиенты. вкусный балеш в тыкве. Я думаю, что вы такое блюдо еще не пробовали. Еще раз, балиш печь? Балеш, он у нас сегодня будет в тыкве. Нет, подождите. Сладкий чего мне балиш. это самое рассказывать? Балиш надо готовить с тестом. Балиш это пирог, правильно? Да, В тесте готовится, да, да. Но Туда это у кладут нас, мясо, картошку, лук, бульон. у нас у татар есть разновидность разных балешей. Не только из мяса, а также в том числе мы готовим и сладкие балеши. Ну а в данном случае мы его будем готовить в тыкве. Альбина, скажите, пожалуйста, вот в Балтачи только такой готовят? Нет, Балиш? вообще у нас в нашем именно районе, в Балтасях, очень популярный балеш из полбы. Это дикая пшеница. Так, Самый подождите, это была полезный не гречка, злак. это была полба? Да, это полба. Мгм. Перемешиваем отваренный рис и полбу. Сколько было риса в сухом виде? Риса мы взяли 450 грамм, А полбы? а полбы мы взяли 300 грамм. Ну, фактически вы полбу сварили до готовности, я вижу. Я бы ее съел, там маслом приправил бы, да и всё. До полуготовности, буквально минутки 25, а остальное она у нас уже будет томиться в нашей тыковке. Ну, конечно, в тыкве-то будет, наверное, довольно долго томиться. Да, порядка Только я 3 сказал про масло, и вы часов. берете масло. Да, да, Топленое да, масло. да. Так много? Да, кашу маслом не испортишь. И плов тоже. У вас вообще уже получается практически плов в тыкве. Это точно. Сколько масла мы взяли? Топленое масло? Это было Мы, топленое или растопленное? Растопленное сливочное масло. Растопленное сливочное масло. Это чтобы нам удобно было его заливать. Я вижу Так. грамм 400. Грамм 400, да. Сейчас мы сюда Что еще... жалеть, в конце концов? Для хороших людей. Да, сейчас мы посмотрим. Так, изюм мы сразу положим. Изюм. Да, я использовала вот такой вот. Самаркандский. Да, я его очень хороший. люблю. Он очень вкусный. Скажите, Сладкий. если изюм, то это сколько примерно? Здесь тоже Будете грамм добавлять еще? 450, 500 грамм. Да, мы его закладываем много очень изюма, много. 400 грамм Да, изюма? да. Это балеш, который готовят на сухофруктах. Их должно быть очень много. Вот мы не жалеем его. Слушай, ну как это может быть невкусно? Топленое масло, рис, так много Да. сладких фруктов. Значит, изюм черный, я вижу, что чернослив, да, у вас там? Мы Чернослива еще, да, когда будем немного. уже закладывать Грамм всё к нам примерно в 200, тыкву. да? Да, грамм 200, 300, 250 в И моем курага то же случае. самое, да? Урюк, да. Ну и сахар обязательно, чтобы он у нас, так как он у нас сладкий. Грамм 100, 150? Да, Сколько там сахара? 100, 200. 100 здесь какая разница, правильно? Здесь у меня 200. Сейчас посмотрим, сколько он у нас тут возьмет. 200 грамм. Альбина, ну это все понятно. Что есть непонятного? Рецепт очень простой, рецепт очень красивый. И вы тоже очень красивая. Расскажите о себе. Почему вы занимаетесь... Вообще, чем вы занимаетесь? Кто вы такая? Вообще, что это за Альбина такая у вас? Альбина как раз-таки и продвигает татарскую кухню. Вообще в нашей республике у нас мы впервые открыли татарский кейтеринг в нашей республике. Мы обслуживаем национальной одежде, мы готовим вкусную национальную еду. Вообще это у меня все, конечно же, пришло с детства, потому что моя бабушка всему обучала, моя мама. Бабушка здесь жила, в Балтачи? А мама у меня с Кукмарского района, папа у меня с Балтасинского района. Так. Поэтому- А бабушка-то это по папе или по маме? А бабушка была по маме. Вот. И все детство Что она вам мое. готовила в вашем Мы как детстве? раз-таки готовили сладкий балеш. Я почему
готовлю именно сладкий беляш, потому что в нашем, вот тоже в Кукмарском районе, мы готовим чаще это сладкие беляши. Вот, именно с кортом татарским, с сухофруктами. Будете сюда добавлять еще и корт. Да, Ну, добавляйте, перемешайте обязательно. сразу. Чего потом будете Обязательно. мучиться? Нет, Еще мы раз его будем закладывать, когда будем все закладывать в тыкву. Так все-таки слоями? Да, он немножко похож на губудию, но это все-таки у нас Позвольте, я беляш. угадаю. Нижний слой корт. Да, да, Рис. все верно. Только И в сверху нашем вот эти случае, вот да, эти, мы ингредиенты... крупные сухофрукты, да? Нет, мы будем слоями выкладывать сначала корт, правильно вы сказали, потом у нас пойдет вот эта наша заготовленная начиночка, один слой, потом сухофрукты, второй слой, это уже третий слой будет, и опять повторно закладываем нашу Это все начинку. супер интересно, но мне гораздо интереснее история про бабушку. Давайте, вот что бабушка-то чему учила хорошему, как она воспитывала внучку, чем выкармливала? Вы знаете, я через все, наверное, прошла. То есть я и коров доила в детстве. Я, наверное, поэтому такая трудолюбивая. Я тоже и доил готовлю. 2 раза. И сено косили мы. Поэтому деревня, жизнь деревни, она вот дала мне большой Деревня багаж это знаний. каникулы, да? Это вот Это лето, как каникулы. сейчас, Это- каникулы. С годика меня отправляли в деревню. То есть все детство практически до На молоко. совершеннолетия. Да, я росла на деревенском молоке. Хорошо, кроме молока бабушка, все-таки вот давайте, раскрывайте секреты. Что готовила бабушка? Ой, бабушка много что готовила. Это наши уж традиционные татарские блюда, и манты, и треугольники, и вкусные каймак, абиным каймага, самый вкусный. Что было На то самое время у вкусное? нас и дровяная печь стояла. Вот чуть меньше, конечно. Самые вкусные то дровяные, конечно, блины у нее. Блины? Да, Блины в деревенские. печи? Да. Дровяные? Да. Ой, это прям вот. Так и запишем. Надо испечь блины. Они чем-нибудь отличаются от русских блинов? Татарские блины. Они идут на дрожжах, молоко, деревенское молоко, яйца, дрожжи. Все это у нас готовится опара, и уже потом мы выпекаем их в дровяной печи. Скажите, пожалуйста, это блины вот какого размера? Ну вот как вот эта тарелка будет или маленькие, небольшие, Это как будут оладьи? маленькие оладушки, да. Просто они готовятся именно в печи, поэтому у них и вкус очень такой. Особенно, когда его смазывают еще гусиным жиром. Почему? Гусиным? Да, почему это Не сливочным маслом, а гусиным жиром? традиционное именно блюдо, его козымясен, да, то есть осенью, когда режут гусей, готовятся эти вот наши татарские оладушки. Они очень настолько вот вкусные за счет именно гусиного Вы жира. начиняйте и расскажите мне гусиный жир, каким образом вытапливаете. Вы растапливаете только тот вот внутренний жир, который непосредственно внутри тушки. Да. А вот когда гуся запекаете, с него ведь тоже очень много жира течет. Да, у него... Куда? Куда тот жир? Гусь. Ну, обычно вытапливается же все равно, он у нас с приправами, поэтому его обычно не используют. Хотя его в деревнях, конечно же, используют и картофель на нем жарят, потому что Конечно. ароматное масло Конечно, что получается. может быть лучше? Да, Ну и да. что со специями, ради бога, там специи. Можно подумать, там в татарской кухне очень много специй, как в индийской. Соль, перец, сушинат. Скажите, пожалуйста, Альбина, я могу с вами разговаривать как со знатоком татарской кухни? Уж раз вы зарабатываете на этом какие-то деньги своим трудом, да? То расскажите, пожалуйста, о специях в татарской кухне. Вот сейчас вы сюда ни одной специи не добавили. У нас специи это перец, соль, Так. Что еще? основные как бы. Красота татарских женщин – это не специя разве? Я думаю, что да. Я думаю, что да.
Сейчас надо вот так вот поплотнее. На самом деле я большая. уже не первый раз сталкиваюсь, что национальные кухни, в которых достаточно много очень качественных, хороших, очень сытных продуктов, используют относительно немного специй. И дело здесь не в том, даже, что кухня это северная, либо это кухня южная. Есть и на юге такие кухни, в которых тоже используется совсем немного специй. Несмотря на то, что они прямо вот на юге, и Индия от них недалеко. Индия же родина специй. Да. Хотя мы их приправы используем очень редко. Слушай, ну вот бабушка, лето, молоко, печки, оладьи. Да. Расскажите, пожалуйста, о том, когда вы сами начали готовить и когда вы сами полюбили готовить. Вы знаете, я, наверное, вообще всю жизнь готовлю, сколько я себя помню, потому что меня мама всегда ругала. Мама ругала? Ругала за то, что я всегда готовила вкусностей очень много-много и приглашала соседских детей, конечно же, к нам в гости. Досыта их кормила, а мама приходила и удивлялась, а где курица, которую я оставляла на суп? А курицу уже Альбина использовала, приготовила из него плов и почти всю эту курицу скормила детям соседским. То есть вот это, конечно, да, это было постоянно. У Альбины нет племянницы какой-нибудь вот с таким характером? Мы бы сняли такую девочку. К сожалению, я одна в семье. Вот такая вот добрая душа. Ну ладно, только не рассказывайте, будто бы мама у вас негостеприимная и очень никого не любит угощать. Очень. Наверное, вот как раз-таки мама мне и заложила вот это все гостеприимство, потому что когда к нам приезжают гости, это всегда большой мул-эстель, полный стол еды, полный стол вкусностей. Ну, холодильник на выворот, все, да? Да. Мы, потому что татары широкая душа, мы очень гостеприимные, наш стол ломиться должен от еды. Это как бы наше такое большое качество. Стол должен ломиться от еды. Альбина, я смотрю, довольно много начинки поместилось в тыкву. Вы эту тыкву выскребали, да, изнутри? Да, мы начиночку убрали там всю, серединочку, Потому зернышки. что, я смотрю, уже у нас здесь больше килограмма продуктов внутри тыквы. Да. Конечно же, тут у нас содержимое будет начиночки зависеть уж от размера тыквы. Посмотрим, сколько у нас возьмет. Знаете, практически все народы так или иначе начиняют тыкву. Кто-то с мясом, кто-то с пловом. Как вы думаете, почему вот это называется не тыква с пловом, не тыква с губадией, а почему это называется балиш в тыкве? Потому что основные ингредиенты как раз-таки и используются для балиша. То есть по традиции. Просто оно у нас не в тесте. Сладкий балиш, традиционный сладкий балиш. Сладкий балиш получается губадия, ну? Ну, многие так и называют губадия, так как там также используют. Здесь только у нас нет яиц. Вот. И у нас в губадии не используется урюк и чернослив, там только изюм. В данном случае у нас в нашем сладком балише, в основе же, конечно же, я взяла в этот раз рис, полбу, микс такой вот, и корт. Самое главное, у меня другая корт. версия. Мне кажется, что любой народ, когда фарширует тыкву чем-то, называет это своим самым любимым блюдом. Видимо, для татар все-таки именно балиш является самым любимым блюдом, и поэтому эту тыкву называют балиш в тыкве. Да. В печь? В печь. На какое время? На сколько часов? У нас тыковка среднего размера, но я думаю, часа 2-3 мы его будем томить. Видите, вот у татар это называется таба. Смазали сливочным маслом. То есть не то блюдо, не то сковородка такая, да? Да. И сажаем зачем? Нашу что, так туда, нельзя поставить? Сажаем нашу туда тыковку, потому что при
ткань, она очень сильно размягчится, чтобы она у нас не ушла. Все, отправляем. Все, готово. Сколько ждем? Часа 2-3 у нас наша тыковка будет томиться. Отлично. Поговорим? Поговорим? Ну что, можно открыть, попробовать? Давайте. Я жду прям с нетерпением Это я жду с нетерпением. посмотреть на это чудо. О, какая Вау. красота! О, с нее пар идет. С нее пар идет. Смотрите, видите, как осела? Да. Смотрите, как она осела. Она же высокая была, вот такая была. Да, А вот сейчас да. вот как прям... Наверное, это означает, что тыква вполне готова. Готово. О, горячо, горячо, очень горячо. Скорее, 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 скорее. Скорее, нарезай скорее, попробуй. Нарезай скорее, попробовать хочу. Так. Ну что, ну когда это в конце концов можно попробовать? Прежде чем попробовать, мы его как следует перемешаем, потому что у нас тут очень много масла, оно оседает на дно, и чтобы у нас равномерно распределилось масло, надо обязательно его вот так вот. А как тыква, следует вот она какая, да. вот она дышит. Она прям дышит, дышит. Вот она какая. О, посмотри, Сочная. Ой, она горячая. прям такая вся вот Да. живая стала тыква. Ну что, будем Хотелось пробовать? бы, хотелось бы. Так. Ой, какая тыковка. Прям мягкая. Красавица. Да. Если бы это был только рис, изюм, курага, чернослив и так много топленого масла, то можно было бы сказать, что это плов. Хватит, 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 хватит. Хорошей еды должно быть не очень много. Знаете об этом? Потому что вот если съесть 3 ложки этой каши и несколько кусочков тыквы, это будет точно так же, как съесть половину тыквы и половину каши. Точно так же вкусно. Пожелаем приятного аппетита. Ошларыгыз, тәмле булсын. Тамля рецепт үшін рахмат. Үзегезгә рәхмәт. О. Вместе с тыквой это еще вкуснее. Отлично приготовилась тыква. Если бы еще чуть подержали бы, уже бы не то было бы. Сейчас прям так, как надо.